Здравствуйте, друзья! В прошлом видео я показал всевозможные насадки, как подобрать под наждак, какой электродвигатель взять на наждак 220-380. А в этом видео, как собрать наждак и как лучше это все сделать. И вот смотрите, как будет лучше. Лучше его установить, электродвигатель, повыше. То есть, а для чего? Для того, чтобы камни любого диаметра, ну не любого, конечно, 250, допустим, диаметр, чтобы камни спокойно входило, можно было работать. Если же его поставить просто на станину, без возвышения, то уже большой камень не войдет. То есть здесь можно брать, вот 250 можно ставить. Но 250, опять же, наверное, большой будет, ну 200 в самый раз. Для этого мы его поднимаем, электродвигатель. То есть, вот лучше вам, если будете делать, лучше сделать повыше. Конденсаторы, чтобы не мешали, вот сюда поставить, вот сюда или вот сюда, не будут мешать. Их лучше сделать куда-нибудь в сторону. Я сделал под наждак. Кнопку поначалу, это вот кнопки просто. У меня вот кнопки здесь, обычный вот пакетник стоит, который на электрику в квартиру ставится. Я думал, что вот сюда поставить или вот сюда. Но опять же, я же здесь работаю, что-нибудь делаю. Так. Мне надо, чтобы ничего не мешало. Я взял коробочку, закрепил вот здесь кнопки и просто взял железный хомут. Все, и все стоит плотно. Может быть, визуально как бы не очень эстетично, но зато очень удобно. Вот, если хотите легкий переносной наждак, взять его на дачу, вот как я делаю. Или еще куда-нибудь. Допустим, взяли обычную деревяшку, вот она, сороковка, обычная деревяшка, вырезали, поставили, ее хватит на долгие годы, этой деревяшки. Он будет работать и работать, и спокойно можно с одного места на другое переставить. Если же вы хотите стационарный, то с металла берите, можно взять, сварить, но его уже, я не знаю, какими силами надо уже, чтобы поднять. Уже один, наверное, не поднимет, он будет килограмм 50, а то может быть и больше вешать. А этот спокойно взял, поставил в багажник. Уехал на дачу, переточил все лопаты, грубо говоря, ломы всему садовому обществу и привез его обратно осенью. Чтобы он у вас стоял на месте все время, чтобы его закрепить на столе, точнее. Ножки желательно делать вот из резины. То есть он прочно, вот я такие куски резины взял, квадратные, вырезал. То есть возьмите куски резины, вырежьте там, если есть какое-то основание, может быть резиновое, то есть... Сделали ножки, в общем, из резины. Будет прочно и устойчиво. И вибрации будет гасить. Сделать, если деревянные ножки, он будет вибрировать постоянно. Резина гасит вибрацию. Вот рекомендую из резины. Стоял прочно. Вот с помощью вот такого уголка. Вот у меня с 3 сторон. Можно даже с 4. То есть вот одна сторона, вот тут вторая сторона и третья. Вот так вот. И сюда саморез. Раз. 2 и туда 3. Можно даже и 4 сделать. Все. И он встал намертво. И никуда не будет двигаться. Но он и так весом как бы 12 килограмм двигатель. Вместе вот с этим на весы я вставил 16 килограмм. Вполне можно хоть куда с ним. Хоть в сумку поставил, хоть в багажник, хоть куда. Вот смотрите, подручник. Бывает, что нужно работы какие-нибудь. Вообще он должен находиться подручник делать, чтобы он ниже середины линии был. То есть вот она середка нашей оправки посадочного места. То есть он должен вот так вот быть. Вот. То есть ниже получается. То есть вот. Вот еще ниже можно опустить. То есть вот так. Вот для работы само то. Но бывает, что иногда нужно выше поднять какие-то работы, сделать. Можно так вот, допустим, что-то, всевозможные заготовки, там еще что-то там, режущий инструмент. То есть лучше сделать, чтобы он двигался. Повышает функционал в разы. То есть тут все закрепить, то есть одна в другой выше, ниже. Здесь вот железное основание, если деревянное делаете, лучше сделать еще железное основание. С одной стороны и с другой. И вот он, подручник, вот таким вот образом. Это получается как мини-станок. То есть он ходит туда-сюда, в зависимости от диаметра камня. То есть камень меньше, подвигаете камень больше, в другую сторону. Здесь все крепится с помощью болтов. Держится жестко. Тем более на 4 болта он вообще намертво держится. Потому что с 2 сторон металл. С этой стороны металл. И вот смотрите, и вот с этой.
алюминий, он легкий. Вот на саморезы вкручивается в основание. Камни, то есть большего диаметра можно одеть. Ну, я думаю, больше 200-го не надо одевать. Потому что двигатель, если 3000 оборотов, то камень, там есть таблица специальная. То есть больше 220 камень нельзя одевать. Потому что уже может сильно обороты большие, он может разлететься. Кожух. Если делаете подручник на деревянное основание, то лучше сделать его длинный. Потому что если сделать вот такой вот короткий, то он будет плохо держаться на деревянном основании. Вот на 4 болтах он держится жестко. Если же делаете на железном основании, то да, хватит вот такой вот коротенький и на 2 болтах. То есть вот так вот. Он будет вполне нормальный. Если работать с чашкой, то есть сейчас покажу. То есть уже подручник, видите, вот сложно вам будет подлезть. Как можно сделать? То есть в чем хорошо вот это длинное основание? Это вот убрать сейчас болты, и вот он повернется сейчас. Вот смотрите. То есть функционал станка повышается. Ладно, уберу пока болты. То есть вот. То есть вот. Опять же, болты ставлю обратно. То есть 4 штуки. Все. И вот можно работать на чашке. То есть чашку можно больше, меньше. То есть вот, пожалуйста. То есть очень удобно. То есть, допустим, если взяли там ножик, там топор, можно спокойно заточить его на чашке. Ну или что-нибудь, допустим. Очень удобная штука. То есть работает вот так еще. Опять же сейчас. Бывает, что вот этой площадки вот мало. То есть для каких-либо работ нужно площадку больше. Можно сделать вот такую площадку. Она будет больше. То есть вот таким вот образом. Это как вот уже типа получается типа мини-гриндера, что ли, какого-то. Если одеть вот такой, то вполне работать можно. То есть вот тут все зафиксировать, тут все закрепится. Тут вот специальные. То есть как вот площадка больше. То есть вот таким вот образом. Но удобно будет. Тут все на болты крепится. Можно выше, можно ниже. То есть это убираем. Это вот камень где-то на 180. То есть 180 до 220, допустим, можно площадку одевать. То есть тоже функционал повышается станка. Вот такой вот мини как бы станочек получился. Мощность станка 750 ватт. Можно сделать, можете сделать мощней. Будет еще лучше. Но этого тоже вполне хватает. Можно производить любые работы. Заточка топоров, ножей, там, всевозможных инструментов. Просто металл. Там надо гаечку сточить, там, болтик подточить. В общем, рекомендую вам. Ну вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.